Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на последнюю серию по Ладе Весте, которая может стать вашим. Все условия конкурса мы где-то сейчас в серединке расскажем, но тем не менее, да, уже 7 числа мы это все вам отдадим. Буквально через несколько дней мы специально сжали всю техничку вот так, расскажем вам, что мы сделали. Мы сюда вообще-то заехали по лайту, в итоге выяснилось, что это уже прямо не Веста. Это вот реально вот фату еще сверху нафигачить, потому что Веста стала невестой. Объем работ сумасшедший. Изначально я хотел что? Поставить музыку, ресивер мы обсуждали на двигатель, резина держаковая, камеры восстановить и так далее. Короче, пошло-поехало. Дмитрий не может купить музыку в гипермаркете, хотя было бы очень круто. Что тебе мешало дойти до пятерочки или Ашана? Ну, наверное, мой уровень все-таки слухового аппарата. Да мы бы так поржали. Пятерочка. Появилось то, что я не знаю, зачем это в Весте. Эта опция обычно присутствует в машинах там от 1,5–2 миллионов рублей, даже если они только китайские. В европейцах это вообще не будет никогда. Камера переднего вида. Причем, которая стоит очень аккуратно и очень наглядно показывает всю обстановку, которая у вас происходит. Так как появилась она по необходимости, потому что у нас машина стала чуть-чуть более, клиренс уменьшился, и из-за этого теперь надо следить за поребриками. Вот для чего было это сделано. Передний парктроник, а подвеска уменьшилась на 7 сантиметров. И теперь, когда машина, диски стали большие. Да, То есть не надо менять колеса, а диски уже большие, потому что они сели в арке. Это потрясающе. В эти опциональные зеркала, это не заводские. Как мне хозяин, оказывается, сказал, он сам их менял под стиль 63-го. Теперь вставлен контроль слепых зон. Да, причем это можно установить абсолютно на любую машину. И это нереально удобная функция. Я думаю, что ты это уже заметил. Безопасность, да. Безопасность С ней расслабляешься, и как-то уже, если Да. лампочка мигает, ты уже по умолчанию такой, типа, ладно, не буду, короче. Это... Очень важная черта стиля — красные суппорта. Теперь, наконец-то, в Весте есть красный здесь, красный в колесах и красный на заднем бампере. Теперь вот эта поддержка, красная окантовка, она вся завершена, безусловно. Восстановлена камера заднего вида. Да. Родная, оригинальная. Она теперь больше не торчит, она нормально прям за подлицо, как и должна Мы быть. уже музыкой проверили вроде, да? Там Да. уже багажник пошевелился. Да. Попытались ее подергать, повыдергивать, не получилось. Все, значит, восстановилось. Далее, установлен видеорегистратор, установлено новое головное устройство с андроидом на какой-то типа навскидку 8 дюймов экран или что-то типа того. По-моему, больше 10 дюймов экран. Мощно, то есть можно будет прям Причем кинчики. он менялся сразу с дефлекторами, чтобы вот хоп и вошло. Значит, по мотору, в принципе, было сделано решение, которое может многих зрителей не устроить, но я считаю, что правильно. Значит, что было сделано? Был восстановлен полный сток. Чем это хорошо? Это плохо для пацанов, что как бы хотелось, конечно, погонять, а ехать она будет, наверное, все-таки сток. Полностью ресивер, и, ребята, кто захочет его установить, Но ставьте. зато теперь, кто бы эту тачку не выиграл, абсолютно любой человек, он приезжает к дилеру, гарантия. Все, это полностью заводская машина. Подвеска родная, которая выше этой, будет лежать у вас в багажнике. Нужно будет поменять стойки и, соответственно, пружины. В остальном, опять же, завод. То есть, если кто бы эту машину не выиграл, неважно, хочет человек гонять или нет, он еще 2 года, я в прошлой вам серии гонял, да, вернее, да, он будет на гарантии. То есть, в принципе, у вас не должно быть с этой машиной проблем. Она официальная от дилера, и все возвернуто, прям стоковая прошивка, стоковый ресивер, все здорово. То есть, никаких претензий быть не должно. На установленную звук и мультимедиа, опять же... Гарантия обычно не распространяется. Самое, да. И типа вот это все, знаешь, вмешательство в электрическую систему, без проблем любые сертификаты по установке предоставим, любой дилер отскочит, и все, ребята, решится. Это вообще не проблема. Да, давай сразу скажем, сколько вложено? Вот сколько это вот стоит клиенту? Ты, как всегда, там какие-то понижающие коэффициенты эти пенсионные мне включаешь. Ну, тебе да. Тебе Так, ну понижается, реально клиенту сколько это будет если стоить? реально клиенту, то, наверное, вот чтобы вот так вот прокачать вес, то порядка, наверное, 400. 400 тысяч рублей? Да. Никитос А такой... ты не, подожди. Короче, мы на самом деле не первые. Ты прикинь, вот мы только взяли эту машину в работу, и в Москве заехала точно такая же Лада. И тоже, только без подвески, без всего, они поставили на нее доводчики, сделали шумку, и чек там порядка 550. Чует стиль это называется. Да, то есть стиль все-таки появился у машины. Мы хотим немного извиниться. Дело в том, что когда я хотел... Вот эта черная полоска, она была нужна. Это просто, давайте скажем так, это просто черная полоска. Это вот, это просто, это графика. Это графика. Здесь ничего не написано абсолютно. И когда я Дмитрию предлагал сделать этот немножко AMG стиль по низу,
Значит, Дима говорит, что пишем? Я говорю, пишем всем сосад, конечно, а что? Я был уверен, что через неделю и через 2 Дмитрий перезвонит и скажет, так в натуре, что мы пишем-то на самом-то деле, какое слово? И если бы Дмитрий позвонил, я бы, конечно, наверное, отказался. Но слава богу, или слава Диме, да, что Дима не позвонил, и в итоге у нас осталась вот эта вот инфографика, скажем так. Это инфографика, которая, это просто наклейка, если что, она снимается прямо элементарно при сотруднике ДПС, при дагестанцах, при всех тех, кто, может быть, оскорбился при виде, она легко устраняется. Да, при всех уважаемых людях. Если вдруг это уедет в какой-то регион, где это считается неприличным, но с другой стороны... Это же просто бессмысленный набор букв, ничего здесь. Можно вот в ту сторону почитать. Как говорится, не вижу ничего смешного. Часто задаваемый вами вопрос, типа, Костя, а правда ли, что эта штука из 2 половинок? Да, ребята, да. То есть люди смотрят других обзорщиков, а другие обзорщики, видимо, думают, типа, это что, это было сломано или что? Она с завода из 2 половинок, серьезно. И то же самое в задней части. Вся Веста, она распильная поперек, она собрана вот почему-то... Кому-то повезло с левой половинкой, кому-то с правой. Тут как бы... Надо, Как вот, Дмитрий, вот у вас огромный опыт по установке всяких таких штук. Какая логика есть в том, что делать их из 2 частей? Нет. Все. Наверное, просто экономия, наверное, какая-то была. Это просто идеально, нам все очень нравится. Соответственно, сейчас вот чуть-чуть делаем буковки и выезжаем, самое главное, выезжаем на гонку против конкурентов. Из простого, я думаю, это Солярис, но мы съедим его просто вообще без вариантов. А из сложного, ребята, это будет какой-нибудь или полуседан GT, или Rapid Монте-Карло. Короче, 1.4 TSI на 122 лошади на DSG. Ну и последний штришок, мы, помимо всего прочего, решили поменять еще антифриз в машине. Кстати, мало кто знает, что антифриз нужно менять минимум раз в 3-5 лет. Ну, если у вас просто уровень опустился, можете дистиллированной воды залить, это не проблема. Но в целом это не менее важно, чем масло для двигателя. Тем более в нашем случае, когда мы сейчас хотим действительно хорошо отдохнуть и будем лупить в отсечку постоянно все съемки. Очень не хотелось бы, чтобы он перегрелся. Меняем. Кстати, я вам уже много раз говорил, что нет смысла выбирать антифриз по вот этим старым по цвету, знаете, по старой ваговской маркировке типа G11, G12. Антифриз нужно выбирать прежде всего по допуску, который указан на канистре, который согласован с производителем. И, естественно, помимо допуска еще очень также важно, чтобы в качестве присадок в антифризе использовались компоненты от именитых зарубежных производителей, поэтому я рекомендую выбирать Coolstream. У них есть целая линейка на иностранных присадках и множеством официальных допусков, что позволяет профессионально подобрать антифриз к любой машине любой марки. Кстати, на ту же Весту на заводе заливается именно Coolstream NRC, вот такой. И большинство автозаводов России в качестве первой заправки выбирает именно антифриз Coolstream. Но заводы льют с больших канистр, а в розницу вы можете найти это все именно в таких вот оранжевых канистрах. А по ссылочкам в описании вы легко найдете профессиональный мастер подбора антифриза, так что проходите в описании опять же и узнаете, какой антифриз подойдет именно вашему автомобилю. Слушай, ну не знаю, я тебе могу сказать, что и высокие аж прям цокают, что в ухо фигачит, и басы прям есть. Я бы сказал, что музло вполне себе нормальное, по крайней мере, со стоком ни в какое сравнение не идет, и под него реально можно колбаситься, то есть теперь это не проблема. Погоди, самый прикол еще, теперь можно вот так ехать, смотри, о-о-о! Вот это динамичный видок, смотри, прямо, вот это как в Терминаторе, смотри, с полосами, смотри, ты видишь вот это вот? Обалдеть, просто главное сейчас не поймать вот этот фурет. Слушай, ничего себе, фронтальная камера, то есть парковаться теперь будет. Ну, давай попробуем, смотри. Вот мы в районе у себя. И мы даже видим часть решетки радиатора. То есть парковаться мы сможем как угодно. Близко к тачке. Обалдеть. Слушай, по ощущениям, смотри, как близко мы подъехали. А по камере видно, что еще даже запас есть. Парковаться будет супер удобно. Я не знаю, ну тут вообще, там, наверное, меньше метра. И задняя камера, хлоп. Мы ее восстановили, все, она штатная, в штатном месте теперь работает, соответственно, все показывает. Блин, да супер, я считаю. О, кстати, можно хасанить теперь, смотри. Ничего себе, погоди, она ввинчиваться стала, братан. Сейчас я покажу этому городу, ну-ка, если нас передок не зашлифует. Она стала ввинчиваться, вот это прикол. Ну-ка, погоди, крутой поворот, вот здесь всегда фуры уходят прям туда, прямо. Стабилизацию мы не включали. Ну-ка, если держака хватит на передке. Слушай, неплохо, да, занижение сработало, подвеска стала прям нормальная.
Это прикольно. Это прямо прикольно, мне нравится. А небольшое, конечно, за счет того, что ход подвески уменьшился, появилось вот это вот небольшое плющение сзади причем. Я сижу как водитель в центре базы, меня это абсолютно никак не колышет, мне прям по кайфу. Но в любом случае, не переживайте, родные амортизаторы и родные пружины будут лежать в багажнике. Если вы захотите, вы можете всегда подвеску вернуть в сток, а эту подвеску без проблем кому-нибудь продать другому вестоводу, потому что на самом деле она ничего так, она прям реально улучшает управляемость. Ну-ка, вот так. У нас теперь здесь есть навигация, ты посмотри, вот прям Яндекс. Прямо 7 километров. Обалдеть, мы куда-то едем, а я никуда не хотел ехать. Что-то, видимо, старое там включилось, то, что кто-то там Игорян там настраивал, как ему добраться до съемок наконец-то. И мотор-то реально стал эластичный, на самом деле, нельзя есть. То есть, как бы, больше не парит, никаких там дерготни никакой. Он нам говорит в передаче, что алло. Вот, во-первых, смотри, вот сейчас смотри, мы обгоняем грузовик, теперь отпускаем газ, что грузовик получится будет догонять нас. И контроль слепых зон. Опа! Сразу сработал, потому что нам сейчас перестраиваться нельзя. Все круто. Мы стали грузовик обгонять снова, и контроль слепых зон погас. Все идеально. То есть безопасность прям мне нравится. Это такая опция, я могу сказать, которая присутствует уже на машинах, но на более дорогих. Причем рисунок мы сделали специально такой же, как у Range Rover, чтобы вы все знали, как живут элита на нормальных тачках. Вот, смотри, сейчас левая будет, смотри, нас обгоняет. Опачки, сработало. Да, прикольно, слушай, прикольно. У нас есть дополнительные брелочки, потому что у нас появился автозапуск. Теперь вы можете, находясь дома зимой, взять и, естественно, запустить машину. Без проблем. Она прогреется, вы садитесь сразу в теплый автомобиль. Ребята, я считаю, что это круто. Нет, ну то, что вот она вот это прямо вот она начала рулиться. Да, она все равно немножечко ватная из-за электроусилителя, который на самом деле как был, так и остался. Мы же с ним ничего не делали, естественно, ощущение она дает не то немножечко. Нету вот нуля вот на руле, ты не вдупляешь, как сейчас прям должно это быть всего, и обратная связь тоже не очень. Но то, что подвеска стала, она перестала валиться абсолютно. Теперь очень просятся тормоза. Прямо капец, как просятся тормоза, потому что сейчас педаль такая напоминает, знаете, японский автопром. То есть мы, естественно, ничего против него не имеем, но тормозит она не так, как хотелось бы, не так информативно, потому что, вот, сейчас, когда тормоза сделали в УАЗике, и вот это ощущение, когда ты садишься после старых тормозов на крутые тормоза, и ты такой... Черт, вот это да, педаль ты просто нажала, там как прям кирпич под педалью, ее не продавите, она держит безумно, как очень информативно. Ебой! Вообще как хорошо становится, слушай, передачи не угадать, правда, но ничего. Блин, как на ней нужно обязательно хасанить, почему невозможно? Вот это, что, кого? Ага, сейчас сюда влезем, нет, да. Сейчас, ребята, наш светофорчик. Ты понимаешь, что мы всех их быстрее сейчас? Мы же на спорте. Очень прикольно. Слушай, она мне нравится. Она прям как акула такая. Немножко BMW появилась в ней, да? Шикарно. Сзади, конечно, выглядит, наверное, капец, да? Как страшно все это. Да, слушай, азартненько прямо. Круст не едет. Все, началось. Мы должны быть первые. Подсечка очень рано наступает. Сотка, перестроение. Оп. Вообще идеально. Просто идеально. Это пушечный автомобиль. Ну-ка. Да нет, она отлично тормозит на самом деле. Но до 7000 крутить, конечно, смысла никакого абсолютно. Надо все время на 6 переключаться. Учитывая, что еще коробка чуть медленная. Ну-ка, вот поворот 90 градусов. Держитесь? Чувствуете ускорение, да? Неплохо. Нет, она прям супер. Слушай, руль настолько, вот она теперь держит дорогу, это невероятно вообще. То есть смотри, нет никакого желания прям даже бояться. Хотя раньше оно было. Ну смотри, давай. Вот, чувствуется короткоходная подвеска, да? Суперустойчивая просто. Обалдеть! Вот это она держит без проблем, она 250 поедет, ей ничего не надо. Да нет, шикос, мне очень нравится этот конфиг.
только хочется 200 сил. Единственное, чего хочется. А так прям все топ. Экстренное включение. Одно торможение со 180 и сизые тормоза. То, о чем я говорил. Одно торможение со 180. Все, они горят. То есть второго торможения уже не будет. Вот почему я говорил, что хочется тормоза этой тачки. Так что, пацаны, не гоняйте. Вы еще матерям нужны. Торможение, причем не в пол, спокойненькое, абсолютно, прямо комфортное. Передачи помогали, и все, не сизые. Это абзац. Короче, худо ли бедно, но пытаемся погоняться и так. Резину мы решили тоже не менять, господа, потому что мы хотели поставить держаковую, да, она есть, в принципе, но 1 градус тепла. Сейчас поставить полуслик, он будет еще более дубовый и, скорее всего, еще будет по факту хуже. Поэтому оставляем родную резину. Ребята, кто подъехал с нами гоняться, то же самое говорят, что им не зацепиться. Сегодня все едет очень относительно, нужно резину сначала греть, прямо гонять, потом, пока она тепленькая, вот прям вот все ходят так, руками трогают, надо срочно ехать. Первые заезды все это в любом случае сливает. Из конкурентов у нас сегодня Kia Rio 1.6 атмосферная, вроде говорят чип. И ребята на совсем еще пока что новенькой, еще ни 1 литра масла не долито, да? Все впереди. А с завода же была литрушка, да? Не была литрушка в подарок? Они так верят в надежность? Зря. Ну, в общем, почти новенький Rapid. Ребята, 1.4 это на сегодня, наверное, главный соперник, если опять же зацепится 1.4 TSI и TSG. Эта машина в стоке должна ехать около 9. Учитывая, что у нас сток 9.6, наверное, шансов никаких, но проигрывать тоже нужно уметь. Поэтому давайте пробовать. Ну что, давайте сначала попробуем замерить одному. Я в салоне один, но у нас появился САП. Сколько же она поедет до 100? Полный сток. Сток даже резина. Все, сток. Трогаемся. Ну давайте типа с 3, с 2. Коробка с хрустом. Давай! Пожалуйста! 9.3! 9.3! Вот это папа разогнался, да, коробка дико страдает, хруст, но 9.3, Веста, сток 9.6. Оф, может тачка, может. Это еще у нас прошлифовка на первой какая была, потому что опять же не зацепиться. Давайте выключим стабилизацию, даже на всякий случай, хотя она тут, я идеально отработал сейчас педалью газа. Приходилось трогаться даже только на половинке газа, но тем не менее. Слил первую. Переключаться надо на 6,5, даже пораньше. Сейчас так не получится, наверное. Ну-ка, давай. 9.1! 9.1! Папа научился! Ебой! Вам всем хана, ребята! Так, очень важно правильно тронуться. Слил. Переключаться надо строго на 6,5, даже начиная с 6. Давай, дави! 9 ровно! Все! Мы можем ехать как стоковый Rapid. 9 ровно! Обоссаться! 9 ровно! Надо трогаться с 2000, только бы зацепиться. Ей бы только зацепиться. Нет, это слив. Это слив, очевидно. Давай, дави! 9 ровно еще раз! 2 раза 9, твою мать! 2 раза 9,0! Ребята, 2 раза 9,0 подряд. Чтобы вы понимали, я не очень люблю АвтоВАЗ, но придется согласиться, что эта пушка может. Ну что, давайте сначала с Рио. А у вас же был чип. Супер нервяк. Супер нервяк.
попробуем. На третий гудок я трогаюсь типа с 2000. Готов? И давай! Очень жестко, но прямо она уходит с местом без шансов. Едем мы сейчас 9,2 и, собственно, ну там понятно, что Рио сильно сзади. Ну да, допустим, и на первой одинаково, то есть все решила вторая, дико хрустящая вторая, просто со вкусом карамели. Ну все, давай теперь Рапид и аминь. Если мы обгоним Рапид, господи, Осетия просто с флагом будет стоять. Костя, мы думали, ты мудак, а ты нормальный. И вот так будут они говорить, что Веста. Ну реально, мне не очень нравится эта тачка, но она, блин, едет. В этом-то и прикол, она едет. Ну, если мы говорим в формате 9 секунд, конечно. Но это неплохо. Это неплохо, ребята. За эти деньги. Давайте погреем резину. Очень, не знаю, постоянно для меня гонка, это прямо, это страх. Мне страшно. Нам тут, видишь, миллиметры не важны, мне кажется, тут просто кто-то... Нет, если мы сейчас с тобой прям вот так будем ехать, там, конечно, уже начнется. Давай, вторая! Одинаково они едут с Рапидом! Есть! 9,3 я слил еще! Короче, одинаково они едут, нужен еще заезд. Нужен еще заезд обязательно. Ну что, давайте. Теперь у нас есть человек, который отдает старт. И я с 2500 уеду. Слили старт. И зоб-зоб едут! Давай, на третий даже зоб-зоб едут! Ну совсем! Совсем прямо они одинаково едут. Красота! Красота! Ну-ка. И 9,0 у меня сейчас было. 9,0 они едут зуб-зуб. Все, я не верю, что Веста поедет лучше. И надо признать, что они едут одинаково. Они едут совершенно одинаково прямо. Ну давай, ну если хочешь, можно еще раз. Ты как? Ну давай еще разик. Итак. Но все равно, я просто раньше трогаюсь. Но он... И я уперся в отсечку на третий, да. Но глобально как бы... Глобально, в принципе, одинаково, я бы сказал. Ребята, кто на перекрестке вот первый бросит сцепу, тот и победил. То есть, очевидно, чтобы кто-то там уходил, может быть, Веста даже чуть-чуть, 9,2 я сейчас поехал хуже, может быть, Веста даже чуть-чуть где-то на второй чуть-чуть лучше. Может быть, вот незначительно, в общем, но... В общем, Рапиду нужен чип, ребята, вот что я хочу сказать. То есть, может быть, давай спросим человека его ощущения. Может, я ошибаюсь, я не знаю, мне плохо было видно, я на нервике. Ну, я считаю, что, типа, поскольку механик, типа, автомат затупил и все. Автомат затупил. Ну, Ну, то есть, ну, трогаюсь я первым всегда, то есть, грубо говоря, да. Поэтому я и приезжаю первым. Но такое ощущение, что, может быть, где-то на второй чуть-чуть, как бы, она как будто отрывается, а на третьей, как будто ты, наоборот, чуть-чуть съедать начинаешь. Все-таки турбо раздувается и так далее. Ну, то есть, он вообще вот, ну... Кто на светофоре реально первый бросил сцепу вот на долю секунды, тот как бы и первый. Но у тебя есть чип, понимаешь, в чем проблема? В смысле, может быть, если ты захочешь. И тогда, ну там ты полсекунды скидываешь железно. То есть там 8,5 просто вообще за 25 тысяч рублей. А мы едем и так на 0,6 быстрее стока. Там уже дальше некуда двигаться. Мы приехали, все. Но у меня САП. А у меня питание там на винтах. Я его так не могу быстро отсоединить. Короче, я вытащу САП и все, 7 секунд мои. Наклейки реально работают, парни, я вам говорю. Слушай, спасибо тебе огромное. Было реально круто, пацаны. Вам тоже спасибо. Ну, на самом деле, потратили время, приехали, как бы просто красавчик. И нам самим было интересно, потому что, как мы ехали в прошлый раз, по идее, ты бы объехал нас. Почему она стала ехать, видишь, забавно, на спортивном ресивере ехала хуже. Поменяли спортивный ресивер на стоковый, и она стала ехать лучше. Наверное, там был чип до нас. Но со спортивным ресивером он не дружил, нам кажется. Потому что мы все бомбили, что низов нет на том ресивере. На красном.
там был такой красный. А сейчас они появились, и поэтому я трогаю с 2000, а не с 4 бросаю сцепу, как раньше. У меня появляется больше зацепа, и она прямо, ну, едет. Ну, 9,0 даже сейчас. Один заезд был 9,0 с рапидом. Это эпически быстро для этой Весты. В общем, крутяк. Самая неожиданная серия из тех, что мы снимали, наверное, в этом году. Невозможно было предугадать, что машина, которая в прошлой серии едет 9,8 на спортивном ресивере, вернув обратно стоковый ресивер, поехала 9,0. С одной стороны, это значит, что я, конечно, красавчик. Я сразу сказал, что спортивный ресивер на неподходящей прошивке и не пиленных каналах, естественно, сразу же работать нормально не будет, как и было. То есть мы не получили верхов, которые дает спортивный ресивер, и потеряли низа, которые дает сток-ресивер за счет того, что ресивер стал спортивным на неподходящей прошивке. В итоге мы можем трогаться с 1500. В итоге мы едем 9 секунд при стоке 9,6. Веста едет на полсекунды быстрее стока. Если вытащить САП и хотя бы держаковую чуть-чуть резину этого же размера поставить и в плюс 10, она выйдет из 9, я уверен. Просто держачковая, не полуслики, никакая, просто чуть более держаковая, чем это. Это будет 8,9, 8,8. Да, в конечном итоге чипованный рапид или полуседан, чипованный 1,4 TSI, конечно, с объедет, они едут 8. Они едут 8, ну, при хороших условиях, тоже понятно, но 8,5, 8,7 он хоть как даст. А эта штука уже практически на грани, но тем не менее, у нас есть музыка, контроль слепых зон, у нас есть все. И это все, естественно, очень скоро станет чье-то ваше, кого-то из вас, вернее, одного кого-то из вас. Все, что для этого нужно делать, это пройти по ссылке в описании, там указан аккаунт Александра Царева, Касперчик. Он подписан на 75 спонсоров. По-моему, там поменялось немножко количество, оно может меняться на 1-2, это не страшно, не переживайте. Вы подписываетесь также на этих 75 спонсоров, и 7 числа уже мы подводим итоги в прямом эфире, где определяем, куда пойдет эта Веста. Напоминаю, что стоковые амортизаторы с пружинами, опять же, будут уже лежать в багажнике, без проблем. То есть вы это все получите. Машина полностью на гарантии еще 2 года. И на ней можно ездить к дилеру, делать ТО, если что-то отлюбнет, то все нормально. Все, господа, спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Надо что-то следующее брать, мне кажется, отечественное. Они удивляют, это эмоции. Удачи вам и пока.